Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий до конца лета в вашей судьбе. Вот давайте и узнаем. Июнь, словно месяц между прошлым и будущим. Месяц где-то и как накала страстей, так еще какой-то кульминации. А ретро-Плутон до конца лета помогает нам решить тоже некоторые вопросы именно до конца лета, которые сформировались, возможно, в какую-то даже кучку, да, у вас. Может быть, это сочетание разных сфер жизни. Так вот, мы будем решать, что вы возьмете с собой в будущее именно в течение летнего периода. И это будет какая-то более далекая дистанция. Но тот вопрос, который у нас сформировался, может быть, на начало июня, до конца августа вы определенно разберетесь и решите. Вот давайте узнаем, какие перемены, тельцы, идут на ваш порог, какие события совсем скоро произойдут, о чем вы, возможно, не предполагаете, не догадываетесь, а это спешит вашу жизнь и случится совсем скоро. И карты пасьянса нам как раз о событиях и расскажут, с кем, с чем это будет связано, что придет на ваш порог, и расскажут, и покажут, что совсем близко рядом с вами находится, да? Достаем, смотрим. Вот смотрите, выпадает у вас здесь нож. Нож в этом раскладе, в пасьянсе, это, в принципе, какая-то ссора. Но не говорит, конечно, о том, что это какая-то ссора будет. Нет, мы говорим больше между прошлым и будущим. Поэтому, скорее всего, может быть какая-то нерешенная проблема, которая тянется, опять же, из прошлого. Скорее всего, просто карта сигнифицирует о том, что именно этим вы будете заниматься. Подумайте, что у вас сейчас как какая-то наболевшая точка. Вот смотрите, с чем оно связано. Или какое-то дело связанное. Я бы сказала, с каким-то человеком, мои дорогие. Ну и понятно, раз ссора, значит, это же какая-то персона. А здесь у нас прямо в этом квадрате выпадает еще и маска. Маска – это те люди, которые скрывают свое истинное лицо за маской. Может быть, и вам придется маску за пазухой держать, или вы будете учиться. Вы очень добрые люди, мои дорогие. И, может быть, у кого-то из вас как раз в этом-то, ну, как корень зла, корень проблем, да, ну, назовем так аллегорически, что много вы кому-то доверяли. А здесь придется, возможно, я не исключаю, кстати, какую-то конфигурацию взаимоотношений прежних переводить на новый уровень. И вы можете столкнуться с такой историей, когда вы кому-то не доверяете, а тем не менее с этим человеком продолжить общение необходимо. Более того, еще и решить вопрос. А я бы еще и так сказала. Смотрите, у вас выпадают ключи. Ключи – это всегда как вот тот ключик волшебной двери, который вам нужно как вставить в эту замочную скважину и в нужном направлении повернуть. Или закрыть, или открыть. Но есть еще и другое значение. Когда ключи – это, как всегда мы говорим, если про Таро, то это карта Иерофанта. Иерофант – это у нас законник, конечно. Это уже то, что принято. Это система иерархии. Может быть, и принято в менталитете, да? Может быть, кто-то из вас, ну, какие-то вопросы по жилью решает. Я вот этого не исключаю. Все-таки ключ. Договариваться, скорее всего, придется. А если мы говорим о персоне, то у вас еще выпадает вот что-то такое у вас интересное. Буду благодарна вашим комментариям. Лебедь. Кто-то к вам с верностью, искренностью, взаимодействия. Вот здесь ведь именно вопросы искренности или доверия. Верность, это мы говорим, да? И, может быть, верить, не верить. Вот с такой дилеммой вы можете столкнуться. Причем это будет связано даже с тем человеком, с которым прежде была либо ссора, либо не достигли взаимопонимания. Но вот ключи – это открытый путь. Поэтому для кого-то вопросы поездки, переезда тоже могут быть. И документы. Когда конверт выпадает в этом пасьянсе, чаще всего это, ну, все же официальные бумаги. Потому что тут у нас буквально печать стоит, да, сургучная. Конечно, это могут быть и переговоры, звонки, важные встречи. Любовь. Опять же, выпадает. Личная жизнь тут у вас не на последнем месте. Значит, и по личной жизни, и вопросы дома. И, ну вот с позиции верю, не верю, я все-таки такое могу предположить. Возможно, вы будете
Ну, кто-то как менять окружение. Или как рассматривать каждого человека. Хочется сказать то в лупу, то в бинокль. Могу я доверять или нет. Более того, молниеносное известие какое-то вас ожидает. И это будет, скорее всего, связано с вашим домом. Может быть, это то, что вы узнаете в последующем, да, от ваших домочадцев. Может быть, это события, которые буквально со стенами, да, если мы говорим. Очаг– это место нашего пребывания или планируемого. Вот я этого тоже не исключаю. Но это могут быть какие-то известия от ваших родственников, от далеких родственников. То есть тут вот у кого что. Может быть, и у кого-то вопросы, связанные с наследством. Итак, смотрю, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем соединить значения, которые находятся в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Но вот правда, смотрите, тут, скорее всего, лебедь, мы говорим очаг, то есть близкие где-то, тут что-то с чувствами. И когда цепи выпадают, это сердечная тяжесть. Тут сердечная тяжесть действительно, потому что прежде кому-то либо не верили, либо что-то не получилось так, как вы предполагали. Кто-то как нарушил какой-то такой негласный обет, закон, данное обещание. Вот в вашей жизни явно был такой человек. И пусть вы уже где-то к этому остыли, уже и отболела, и отгорела, и уже, в принципе, никаких эмоций, вот вы можете с этим столкнуться, то, знаете, то состояние души, когда мы себя как будто, ну, как взяли в ежовые рукавицы, так и хочется сказать, обстоятельства так сложились, человек так повел, да, наверное, 1000 вариантов. Но вот эта правда в реальной жизни заставила именно вас посмотреть на какую-то проблему или вопрос не совсем с позиции чувств, а с того, что присутствует в вашей жизни. И именно это, с чем вам казалось, вы уже разобрались, тем не менее, до конца лета как будто может вернуться в вашу жизнь. И вот по ретро-Плутону такое я могу допустить запросто. Пойдем с вами дальше. Пока я с вами говорила, все пересматривала, что мы можем еще соединить. И я не вижу больше совпадений, поэтому давайте будем узнавать, что же там для тельцов нам, какие тайны, какие секреты раскроет колода Ленорман. Ну, конечно, рассматривайте все значения с позиции позитивной психологии и здравого смысла тоже. Карты картами, ну, а реальность реальностью. Я думаю, вы реалисты, мои дорогие. И первая карта до конца лета. Что нового придет в вашу жизнь? И важное событие. Чем запомнится лето? Что вы не сможете проигнорировать? А возможно, и кто вас не оставит равнодушными? И что же прояснится? Какая сфера жизни прояснится в течение лета, до конца лета, мои дорогие тельцы? Следующая карта. Что появится неожиданно? Или, может быть, и кто появится внезапно? Возможно, предложение. А может быть, и именно какое-то известие, бумага, новость, да? И что же изменит ваши планы? А быть может, и вашу жизнь, или вас самих. Ну и достанем карту совет. И одновременно, а что же, к чему приготовиться, да? Что же там будет дальше для тельцов? Итак, до конца лета, что нового придет в вашу жизнь? С чем это связано? Ну вот, все то, что мы сейчас с вами проговорили, карты живут своей жизнью. Леса, недоверие, обман, может быть, прежде. Более того, вот смотрите, здесь у нас две колоды Чаромаркете, Ленорман и Таро. И это соответствует девятке треф. Девятка треф – это судьба, по сути дела, мои дорогие. Это очень сложный такой путь, когда мы, ну, наверное, как Хирон в Овне. Правда, перейдите на мой сайт, прочитайте эту статью. Ссылка будет в описании под видео. Надеюсь, в течение июня я так себе поставила в план. Дело в том, что в 2027 году Хирон, а это как символ священной раны и какого-то нашего прежнего опыта. Так вот, если, ну, это моя трактовка, можно не соглашаться, если мы говорим и часто называем, что Хирон – символ израненного целителя, да, именно как Хирон в Овне, а мне хочется сказать Хирон в Тельце,
И это как раз в середине где-то июня, по-моему, 19 июня. Если я не ошибаюсь, я не утверждаю. На время войдет ваш знак зодиака. Перейдет полностью в 27 году, как я сказала. Но такой пробный маневр, реверанс, ваш знак зодиака Хирон совершит именно в июне. И мне хочется сказать, эта конфигурация как символ раненого ангела. Ну, правда, тут какая-то история, а по девятке трефа это, знаете, какой-то жизненный опыт, который обязательно связан, увы, с разочарованиями. Как будто мы себя преодолеваем в какой-то теме. Ну вот давайте немножко раскроем поподробнее. И именно из-за чего предательство было. Сложилось определенное недоверие. Может быть, это вы кому-то помогали, да, если мы говорим. Но вот я именно эту карту вот с такими конфигурациями астрологическими связываю. И вот теперь наступило время себе не навредить. Но, значит, какая-то данность у вас будет. Вы не можете от этого отказаться. Вы не можете, или в рамках каких-то вы находитесь, или при обстоятельствах. Вам, скорее всего, действительно придется иметь дело с теми людьми, которым вы, ну, либо не очень доверяете, либо, ну, была какая-то не совсем красивая история. Что это? Ну, по нулевому аркану хочется сказать, что не сглупить, конечно, не последнее дело. Но ведь это новый жизненный этап. Это новая дорога. И правда, вот в какой-то прежней конфигурации вы будете искать новые пути, новые способы договориться. Возможно, это тот человек, с которым как минимум до конца лета будет продолжаться общение. И я вам скажу, тут действительно как израненный целитель и израненный ангел. Пятерка пентаклей всегда карта недостатка. Недостатка взаимопонимания раз, и это уже персоны. И недостаток финансов – это два. Вам придется отстроить это уже больше планетарно, свою, знаете, как новый уровень безопасности, который будет граничить и с людьми, и с материальными ценностями. Вот что это новое? Это вы новый совершенно для себя, как тактику, новый план будете разрабатывать. И здесь еще и обстоятельства, потому что старший аркан вас могут свести даже с теми людьми, которые даже, может быть, на начало лета вы хотите минимизировать с ними контакт. Тут, скорее всего, будет какая-то новость, которая, или, опять же, обстоятельства. Возможно, это будет у кого-то связано с детьми. Но все же пажи – это вестники, а паж жезлов – это наше какое-то очень важное, возможно, окончательное решение. И карта иллюзорности, то есть не должно быть иллюзий. Вот вам придется с кем-то не только взаимодействовать, а принимать решения. Может быть, это решение относительно вас новое. Это новое ваше именно будет решение по поводу каких-то определенных персонажей и одновременно финансов, когда вам нужно с учетом реальности для себя окончательно прояснить, как вы будете действовать дальше. Тут новая конфигурация может быть, когда меняется что-то по финансам, может быть, это как какие-то новые технологии. Вы можете, и для вас это вообще очень перспективно, потому что Уран на сегодняшний день в Близнецах, мы говорим, но он оказался во втором доме вашего гороскопа после долгого путешествия в течение 7 лет, да, с 18 года. И вот теперь, вот все то, что вы пережили, вот где-то это может отдаленно, ну, не то, что даже напоминать, а просто в виде некоторых персонажей перекочевать, ну, это я так условно говорю, ну, как бы ваше второе астрополе, значит, какие-то люди, с ними будет продолжено общение. Но ваше отношение к людям поменяется. Вы сами изменитесь. Это как, вот смотрите, опять же, если я говорила это как судьба, то здесь у нас по аркану справедливости это карта кармы. И, может быть, это будет связано с документами конкретно. С документами, когда вроде есть возможности, но нельзя замечтаться. Вот эти возможности вы можете употребить, но в каком-то очень таком здравом эквиваленте. Что-то не поставить на паузу. Будет очень важно не расслабиться, мои дорогие. А будет хотеться. Может быть, и есть какая-то усталость, но вместе с тем есть
у вас что-то такое, что вас может вдохновлять в июне месяце. А все же тут к здравому порядку больше все карты призывают, потому что королева мечей раз выпадает, и это могут быть юристы, адвокаты, это вообще интеллект всегда. Тем более персональная карта, это вам где-то, я больше вижу, нужно находиться именно вот в этих энергиях. Может быть, и есть у кого-то люди, которые рождены под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеют там асцендент. По полу карту мы не рассматриваем, тут у кого как может быть. И значит, вот с подобными людьми, а возможно и с консультациями высоких чиновников, каких-то узких специалистов, вы правда будете заключать договоры или что-то пересматривать, переподписывать. Вот с элементом новизны. Кажется, знакомая ситуация, а нужно будет все переиграть иначе. Что-то тут не совсем простое у вас получается, правда. Ну, давайте пойдем дальше, может быть, нам тут раскроют как раз эту тему. Важное событие, чем запомнится лето, что вы как раз вот и не сможете проигнорировать. Опять же, двойственность какая-то. Вот смотрите, вообще в колоде Ленорман это лилии, тут у нас калы, окей. Но суть-то в чем? Лилия вообще, ну и калы где-то, это колода Чиру Маркетти, он великий знаток символов. И символ этот обозначает искренность. Но по этой карте идет, ну, не только здравый смысл, холодная голова. И изобразил он не случайно, как бы живые цветы. И точно такое же повторение в витраже, задвоенная какая-то ситуация. То есть и есть тут история прошлого, она не завершилась. Нет еще каких-то важных пунктов или точки над «и», они еще пока не расставлены. Вот именно важное событие вы будете что-то прояснять. И, мои дорогие тельцы, договариваться придется. И вот посмотрите, здесь у нас вот то, что я сказала. Пусть королева мечей у нас выпала, а здесь у нас король пик, или это у нас король мечей. Правда, тут могут быть, как и контакты с чиновниками, официальными лицами, ну или теми, кто работает в конторах, в офисах, учреждениях. Именно потому как, ну, вам нужно что-то будет прояснять. Возможно, и ваше как положение, да, чтобы и укрепить его, не упустить что-то. Но опять же, договариваться, вот какая-то прежняя история, она в новом эквиваленте будет у вас, может быть, и, ну, как бы проясняться шаг за шагом. Этим вам именно запомнится, что не могу от чего-то отказаться, может быть, даже от того, от чего вы сумели отказаться прежде. Или то, что создавало вам какую-то путаницу, или это будет связано, опять же, с получением какого-то очень важного документа. Вам нужно получить, допустим, какую-то важную бумагу, а вы ее можете получить одним образом, одним способом. Да, вы бы хотели другой, а другого нет. Вот что-то подобное у вас будет. Поэтому, вот, наверное, не случайно вам нужно было вот это все услышать, потому что победа как будто запланирована у вас, мои дорогие тельцы. Гибче придется быть. Даже рассматривать те варианты, когда вы сказали «да ну его», вообще даже думать об этом не хочу. Что-то подобное не просто вернется, а будет главным событием. И именно победа, когда вы поймете, что, может быть, сглаживая острые углы, находясь где-то в таких вот холодных эмоциях, исключая эмоции, которые приходят, знаете, в виде импульса. Нет, вы будете все время что-то анализировать. Вы можете даже заметить в себе такую перемену, что раньше бы вас это зацепило эмоционально. Именно вы бы уже, может быть, даже доверились, а здесь вы говорите, нет, дудки, так не будет. Уже какие-то грабли я нашла, и этого больше не повторится. Но вместе с тем понимаете, что да, сложились определенные обстоятельства, других нет. Окей, значит, я действую или делаю что-то, исходя из того, что вот сейчас в моих руках. Вот как-то так. А что же прояснится? В какой сфере? Опять же, как по судьбе. И вот смотрите, как интересно. 36. Это всегда вибрирующее число. 9. Тут у нас было 9 треф, да? Я говорила. Вот тройка, девятка, точнее, треф, она, или как девятка жезлов в колоде Таро, эта карта, особенно в герметической колоде Таро, это карта великой мощи. Это карта,
которая говорит о том, что было что-то поставлено на паузу. За эту паузу вы накопили силы. Почему и великой мощи? И здесь у нас опять же 9. 9 по нумерологии – это вибрирующее число перемен, мои дорогие. И 6, опять же, вот она 6, победа. То есть вот где-то, если мы соберем, вот как и числа, как и символы, вот посмотрите, тут придется что-то переиграть. И, кстати, возможно, конкретная персона, с которой, то есть почему я так говорю? Потому что тут есть какой-то баланс, тут есть взаимодействие. Более того, нумерология 11, 1 и 1, 2 человека. Может быть, я не исключаю, у кого-то вопросы в суде, которые вам придется пройти через медиаторство. Может быть, и не через медиаторство, но договариваться, диалоги как минимум какие-то вам придется совершать. Причем не в иллюзиях, а вот где-то с холодной головой. И отменить мы это не можем. Вот у вас за течение лета должен проясниться какой-то судьбоносный вопрос. Или это, как знаете, судьба поворотом событий или обстоятельств вас заставляет буквально что-то изменить, пересмотреть. Ну вот какая сфера? Тут что-то стремится вот к окончательному знаменателю. Мои дорогие, что это такое? Давайте достанем дополнительную карту. И это будет связано с личной жизнью. Возможно, у кого-то с детьми. Но это может быть и какое-то предложение или новость. Да, правда, с местом пребывания. И вот опять же вот эта вот зыбкость, да, по аркану Луна. Опять какие-то сумерки, какая-то неразбериха. Вот значит, если мы берем старший аркан, то, что прежде было запутано, скрыто, в тайне, у вас это в течение лета выйдет на поверхность. И, видимо, вы вот этот знаменатель будете подводить. По ретро-Плутону я могу допустить, что это у вас может продлиться до конца октября. И более того, у нас еще и ретро-Сатурн. Поэтому, а это вообще с заходом до 11 декабря. До конца года, возможно, не только до конца лета вы с чем-то определитесь. А вот, может быть, вопросы оформления каких-то бумаг. Может быть, вот как и самосохранение, и вопросы финансов, если мы говорим независимости. Вот все то, что касается и независимости, и стабильности. Это тема номер раз. И шаг за шагом в течение лета вы это будете прояснять. Что или кто появится неожиданно, что для вас внезапно? Ух ты! Карта мужчина. Вы знаете, тут у вас даже, если мы берем до конца июня, у меня, кстати, написан гороскоп на июнь, на моем сайте можете прочитать. Вот будьте внимательны, с одной стороны, к новым знакомым. Ну и я не могу сказать, насколько я помню гороскоп на вас, то, что вы сами где-то настроены, так это вот порхать где-то, да, или знакомиться с кем-то. Нет, тут потому что финансы и карьера, ну, для большинства, по крайней мере, из вас могут быть тема номер раз. Но, тем не менее, могут мужчины, если мы говорим о девочках, да, могут обращать на вас внимание, но вы как никого не замечаете. А вы, мои дорогие мужчины, вы для женского пола будете очень привлекательны, но как будто неприступны. И тем не менее, вы, знаете, можете думать о каком-то прежнем партнерстве, например, для тех, кто один или одна. Или все же я тут вижу больше вопросы личной жизни. Или если вы в паре, может быть, конкретно это будет связано с мужчиной. Все же это у нас колода Ленорман. Это как вот мужского пола больше, да, вот. Поэтому для мужчин это вы сами, для девочек это какой-то человек. Он держит розу, наш мужчина. Поэтому мы и говорим, да, вопросы личной жизни. Но как будто смотрит он в другую сторону. Тут явно будет у вас, мы спросили, что или кто появится неожиданно. Какая-то история, которая у вас, опять же, все то, что я говорила, связано с человеком, и явно этот человек знакомый. Если мы говорим для тех, кто один, и вы хотели бы познакомиться, то я бы сказала самый конец месяца. Правда, на моем сайте вы прочитаете поподробнее. Но это где-то с 30-го, вот буквально последний день июня, с заходом на июль. Вот это время, как фарватер такой для новых знакомств. Ну вот поэтому здесь может быть какая-то, даже если мы говорим прежняя история, а тут у нас туз чаш, может быть и под конец месяца.
вот как новое знакомство, или радостная какая-то новость. Но вот человек у нас изображен босиком. А босиком это значит, он в чем-то не уверен. Он чувствует себя ущемленным. Или он чувствует себя не в безопасности. Или он с чем-то не определился. И поэтому он размышляет. Вот тут могут быть и размышления. Но тем не менее, кто-то в вашей жизни это точно присутствует. Еще раз давайте узнаем, кто или что появится неожиданно. Да тут прямо как по судьбе. 20-й старший аркан между прошлым и будущим. Но это могут быть и хорошо знакомые лица. И вот, кстати, иногда четверка пентаклей, карта ревности, и по аркану сила, как и вы сами можете кого-то возвращать. Может быть, и есть в вашей зоне видимости или в ваших мыслях. Для мужчин это может быть женщина очень привлекательная, о которой вы все время думаете. Может быть такое, хотя может быть и встреча, да, но вот где-то я больше вижу ближе к концу. Для кого это актуально, просто на себя перекладывайте. Но, мои дорогие девочки, здесь может быть и с вашей позиции. В ваш адрес кто-то ревнует, и вы для кого-то точно так же страстно привлекательны. Но это карта критического мышления. И если мы говорим кто или что, да, появится неожиданно, телец будет думать, ага, ну появился, окей, и что? А мне что с того? И может быть, ведь эта карта говорит, что думать вы можете по-разному, а судьба будет складываться два старших аркана, именно про судьбу, как ангел трубит о возрождении. Возрождение какой-то даже прежней истории. И ретро-Плутон может возвращать какие-то даже давно забытые контакты, мои дорогие. Но, видимо, вам придется рационально, не через эмоции, опять же. Лев, прообраз нашего эго. Прекрасная дева держит на короткой цепочке. Это мы как свои эмоции держим на коротком поводке. Поэтому все то, что я говорила, одно дело то, что мы хотим, но вот как-то, смотрите, два старших аркана. И это кто или что внезапно. Так тут вот именно с момента внезапности между прошлым и будущим вы будете что-то решать по отношениям. Что изменит вас и ваши планы, а быть может и вас самих? Вот смотрите, 6, вроде бы победа, да, мы говорили уже с вами. Король треф. И вообще это аркан называется тучи. Тучи это всегда какая-то, знаете, не совсем препятствие, но это либо какая-то темнота, неразбериха, какая-то пауза, или пусть это даже какое-то противоречие, но можно до бесконечности, наверное, разные эпитеты приводить. Это когда нам было что-то неясно. Вот у вас, правда, будет какой-то вопрос проясняться. И по мере прояснения дела, темы, взаимоотношений, работы, может быть, денежной истории, откуда вы получаете деньги – вы будете менять свои планы. Тучи – это временно. Вот то, что у вас в течение лета, это как солнце. Проясняться будут многие сферы жизни, чтобы вот эта победа, она была для вас наиболее полна. Но все-таки давайте узнаем, что или кто изменит ваши планы. Правда, тут смотрите, карта жонглера, финансы, безусловно. По этой карте будет легок на подъем, поэтому какие-то поездки – может быть, новости, которые вы слышите в поездках. Может быть, это когда вы ищете работу, и вы можете найти, ну, где-то не в той сфере жизни, где вы прежде, допустим, искали. Или в роли деятельности. Будьте к этому готовы. Будет какая-то история, когда буквально легкость на подъем, когда вам куда-то придется поехать, с кем-то переговаривать, может быть, с кем-то договариваться. Вот смотрите, вот эти тучи точно отступают. Но тут будет очень многое зависеть от вас, мои дорогие тельцы. Сомнения ведь будут, мы об этом говорили на протяжении нашего расклада. Но это как сомнения, это как вот эти тучи. И может быть вот даже неверие какое-то, да, вспоминаем арканы пасьянса. У вас тут что-то проясняется. Может быть допустить новую конфигурацию какого-то прежнего вопроса. Темы отношений, все же нам не сказали в какой сфере, да. Где-то это будет все равно означать ваш не столько даже... Понимаете, успех как какая-то вот уверенность, надежность, стабильность. Это вот это, наверное, для вас стабильность. Это тема номер раз. Опять же, и независимость.
Но независимость не через конфликт, не через доказательства, а через прояснение некоторых жизненных историй, может быть, и взаимодействие. Ну и как будто телец будет у себя спрашивать, если мне это полезно, именно полезно, то я этим воспользуюсь. Если это зыбко непонятно, то мне это не надо. Вот в сторону солнца — это ведь новое качество жизни и выбор правильного направления. Кстати, по этой карте я часто говорю 6-8 месяцев. Но гибче быть, вот это, скорее всего, придется. Карта совет. Ну и к чему же тут приготовиться? Даже не знаю, ни Таро, ни Ленорман. Колечко, мои дорогие. А кольцо — это у нас прочный союз, прочная связь, соответствует тузу. Либо треф, а это иногда действительно, ну пусть тут туз-пик, но мы говорим, лабиринт заканчивается. Поэтому это какая-то важная бумага, важное соглашение, может быть прописанное тоже на бумаге, может быть и юридически как-то правильно оформлено, как узаконенное, да, что-то такое может быть. Вполне вероятно, что вот вы что-то захотите узаконить до конца даже года, да, вот я перечисляла планетарные транзиты, если мы так соединяем. Но здесь может быть и предложение какое-то, все-таки прочный союз. Какой-то контакт, какая-то связь у вас точно будет продолжена. И это отчасти будет означать, вот как это солнце, то, что вы, возможно, и проясните, и оставите себе, может быть, и в помощь, а может быть и для того, чтобы осуществить какой-то план. Шестерка мечей, карта заслуженного успеха, 6, опять же. То есть какая-то победа есть. Но вот смотрите, у вас есть и победа такая более короткая. Или что-то вы вот действительно победитель, телец, в течение лета, да, или до конца лета. Но к другим победам как будто вас ведет судьба, мои дорогие. Поэтому не подзастрять в моменте, а может быть и не отказаться от какого-то сотрудничества. И может быть этот выбор не так просто сделать, потому что даже он будет стоять на уровне верю, не верю, да. Мы с этого где-то начинали наш расклад. И поэтому, наверное, какая-то вот эта задвоенная ситуация, она должна у вас сложиться как по судьбе, в какой-то новый сюжет, чтобы и не было этой путаницы лабиринта, но и чтобы победы были на последующее тоже за вами. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые комментарии и помощь, поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я публикую все виды своего творчества, как и 3 YouTube-канала и публикации на моем сайте. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, мои дорогие тельцы. Будьте любимы всегда.